Все мы здесь, потому что любим поиграть в Майнкрафт. Однако, если очень долго увлекаться однотипным делом, оно достаточно быстро начинает надоедать. Слава богу, в Майнкрафте на такой случай у нас есть 1001 занятие, которое не даст тебе заскучать. Но все равно иногда возникает ощущение, что чего-то да не хватает. Именно поэтому вы здесь сегодня. Всем бабальгума, меня зовут Хума. А это моды, которые прокачают твой ванильный Майнкрафт навсегда. Давайте согласимся, в Майнкрафте слишком ограниченное количество анимаций, даже несмотря на обновление 1.13, где Майнкрафт перестал быть таким картонным. С этим нам поможет справиться мод Not Enough Animations. Во-первых, этот мод добавит анимации там, где они должны быть, например, при плавании в лодке и карабкании по лестнице. Добавит плавности, более красивое отображение при удерживании компаса и карты и очень красивое отображение меча. Кушание в Майнкрафте тоже было всегда своеобразным процессом. Еда есть, и вдруг ее нет. Добавить реалистичности и красоты в этот процесс поможет мод Eating Animations. Теперь поедание еды станет действительно поеданием, а зелья будут потихоньку пропадать, пока вы их пьете. Майнкрафту очень не хватает различных возможностей, которые в определенных ситуациях могут помочь очень сильно вжиться в игровой процесс. Мод Emote Craft позволяет вам добавлять эмоции в Майнкрафт. Есть пачка стандартных эмоций и куча эмоций, которые вы можете скачать. Также можно создавать свои, но это уже совсем другая история. Теперь вы по-настоящему можете посидеть у костра со своими друзьями. Как жаль, что у тебя их нет. Несмотря на то, что я не фанат играть в игры от третьего лица, я все равно не могу сказать, что эта фича не нужна в игре. Вот только в Майнкрафте третье лицо сделано максимально неудобно. Исправит это мод Better Third Person. Теперь мы не только можем вращать камеру вокруг игрока, но и идти в любом удобном нам направлении. В последнее время игроки часто стали использовать второй слой скина, чтобы подчеркнуть рельеф. Однако мод Skin Layers 3D сделает этот рельеф по-настоящему заметным. Мод Effective добавит эффекты для воды. Теперь стекающая вода будет разбрызгивать частицы, водопады создают эффект подобной реальности, а предметы и мобы, падающие в воду, создают эффект, который нам показали в трейлере обновления 1.17. Мод Visuality добавит мультяшные эффекты при борьбе с мобами, брызги от воды, сверкание кристаллов и еще несколько интересных мелких деталей, которые однозначно прокачают вашу игру и сделают ее менее картонной. Falling Leaves добавит уникальную атмосферу в лесах. Теперь с листвы деревьев начнут падать листья, а сады и листопады получат таким образом детализацию. Кстати, если листва должна скоро исчезнуть, то листья начнут с нее падать чаще. Звуки в Майнкрафте всегда отставали от игры. Изначально виной этого было в том, что игра создавалась одним человеком, и звуки брались из бесплатных онлайн-библиотек. Однако проблема сохранилась и по сей день, и спустя час-другой игры уже каждый из вас будет способен воспроизвести любой звук из Майнкрафта по памяти. Исправить это поможет мод Dynamic Surroundings, который подарит вам новое звуковое сопровождение, способное заставить вас еще лишний часок отлучиться от реальности и поиграть в Майнкрафт. Мод Extra Sounds добавит дополнительные звуки там, где они нужны. Например, при взаимодействии с предметами в инвентаре, выбрасывании предметов, а также добавит возможность включить звук появления сообщений в чате или упоминания о вас. А улучшить механику звука нам поможет мод Sound Physics. Дело в том, что звук в Майнкрафте плосковат. Теперь звуки будут иметь более точное место происхождения, а также, что самое главное, получит эхо и заглушение там, где нужно. А следующий мод... Стоп, ты кто? Я это ты из будущего. Вау, какой клишированный сюжет. И зачем ты здесь? Чтобы сказать, что ты забыл уточнить. Все ссылки на моды есть в описании, а также попросить нашего дорогого зрителя поставить лайк, если ему понравится этот ролик, и зайти на канал, чтобы найти еще больше интересного контента. Хорошо, я это не забуду. Майнкрафт разработан для всех устройств, в том числе и для слабых. Вот только люди с сильными устройствами хотят выжать максимум качества. Для таких людей созданы шейдеры. Для пользователей Sodium мод Iris или Optifine. Шейдеры добавят реалистичное освещение, эффект ветра, колебания воды.
Но это уже зависит от того, какие вы выберете, ведь их есть целая куча. Исследовать пещеры, конечно же, интересно. Но вот всех бесит постоянно ставить факела. А вот мод Lamp Dynamic Lights добавит вам возможности динамичного освещения. Теперь, если вы держите в руке предмет, который должен светиться, он, как ни странно, будет светиться. Также свечение получат мобы, которые должны светиться, горящие мобы и даже выброшенные предметы. Теперь изучение пещер станет более реалистичным, а если к этому добавить шейдеры, физику звука, да еще и новые звуки, ты будто бы попадаешь в новую игру. Сразу скажу, я любитель сначала что-то спланировать и только потом это делать. Поэтому большинство своих построек я сначала строю в отдельном мире в креативе, а только потом перестраиваю их в выживании. И если с маленькими постройками все более-менее понятно, то назревают большие вопросы касаемо огромных проектов. А вот переносить мне их помогает мод Lightmatica. Этот мод имеет широкий функционал, позволяющий вам проецировать придуманную вами постройку или ее часть, а также переносить постройки из одного мира в другой. Вот, например, я скопировал в одиночный мир лобби с Hypixel. А вот построить в креативе большие постройки мне помогает мод World Edit. При помощи него можно размещать крупные объекты, редактировать постройки, создавать красивые паттерны. В общем, инструмент номер один для любого строителя. Мод Carpet добавит огромнейший функционал. Например, с его помощью вы сможете настроить правила игры, изменять тикрейт, добавить тестовых игроков и кучу чего еще. Мод Blur добавит вот такое размытие в интерфейсе. Теперь сконцентрироваться на нужных нам вещах становится легче. Мод Apple Skin будет показывать шкалу насыщения, а также добавит информацию о том, сколько единиц сытости восстанавливает еда, которую вы собираетесь съесть. Мод Status Effect Timer, как понятно из названия, позволит вам увидеть время до окончания действия эффекта зелий, не заходя в инвентарь. Очень полезно, если вы играете на PvP серверах, ну или же любите бегать в невидимости по серверу друзей. Мод Health Item Info покажет более подробную информацию о предмете, который вы берете в руку. Теперь, кроме названия, вы увидите зачарование, состав шалкера и другую подробную информацию. Шалкера – полезная вещь, вот только когда их много, невольно начинаешь путаться в них. Исправить это поможет мод Shulker Box Tooltip, который в небольшом окошке покажет тебе состав шалкера. Майнкрафт запускается достаточно долго. И это беда. Согласитесь, у каждого из вас была подобная история. Пока запускается Майнкрафт, вы сворачиваетесь, успеваете за это время посмотреть сериал, сходить заварить чай, поиграть в другую игру, а тут вдруг оказывается, что все это время Майнкрафт уже был запущен. Мод Blink добавит всего один звук. Звук уведомления о том, что Майнкрафт уже запущен, и ты можешь отправляться покорять этот кубический мир. Огромные сложные склады требуют логистики, и чтобы легче всего было в них разобраться, игроки часто используют рамки. Вот только из-за них придется всегда целиться в край сундука, что может быть неудобно. Мод Click Through добавит возможность кликать сквозь рамки, а если вы вдруг захотите кликнуть по рамке, достаточно просто зажать Shift. Ачивки в Майнкрафте вроде более-менее легкие, но вот некоторые из них очень муторные, по типу посетить все биомы, скрестить всех животных и так далее. Я уже не говорю про датапаки на 1000 ачивок. В таком случае легко запутаться и забыть, что ты сделал, а что нет. Мод Advancement Info добавит панельку, которая будет показывать, какие из требований ачивки ты сделал, а какие еще нужно сделать. Мод Damage Steel добавит реалистичное получение урона. Теперь будет понятно, с какой стороны находится тот, кто прямо сейчас огребет от тебя. Мод Zoomify добавит зум, который был ранее в Optifine, только теперь он стал более плавным, удобным и, что самое главное, редактируемым. Мод Replay Mod добавит возможность записывать игру, и не совсем так, как вы себе это представляете. Он позволяет сохранить всю информацию о вас, entity, блоках, и таким образом вы можете в режиме полета просматривать все, что с вами происходило, а также делать красивые пролеты и выводить их в MP4. Также я очень рекомендую вам посмотреть небольшой ролик, где я рассказываю об интересных лайфхаках в Майнкрафте. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь поставить лайк. Всем хорошего настроения и удачи. Скоро увидимся.